Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Сегодня глава организации Никита Сергеевич Михалков поздравил россиян с очередной важной победой в мире коррупции и преступности. Накануне антикоррупционный комитет Никиты Михалкова издал два важных указа. Первый из них о значительном уменьшении зарплаты для депутатов и чиновников Госдумы и уменьшении денежных гонораров для известных артистов, а второй, напротив, о увеличении зарплаты медицинского персонала поликлиник и учителей средних классов. Отныне с 1 августа текущего года зарплата депутатов Госдумы уменьшится ровно в 10 раз. Если ранее чиновники получали 2 миллиона рублей в месяц, то теперь максимальная зарплата составит 200 тысяч рублей. Зарплаты же учителей средних классов и медицинского персонала поликлиник теперь увеличатся на 21%. Первое повышение зарплат запланировано на 1 сентября 2024 года. Руководство антикоррупционного комитета в лице Александра Домогарова, Никиты Михалкова и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова назвали данное достижение одной из самых главных побед антикоррупционного комитета за текущий год. Пресс-служба антикоррупционного комитета в лице актрисы Ирины Муравьевой и Анастасии Вертинской сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса. Сегодня утром на Веденеевском и Кунцевском кладбище столицы начались большие траурные процессии. Колоссальное горе пришло в семью известного артиста, эстрадного певца Филиппа Киркорова и бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Зрители с большим стажем могут помнить, что 3 дня назад в Австралии во время отдыха Филиппа Киркорова вместе со своей семьей произошла страшная трагедия. Филипп Бедросович вместе со своими родными отдыхал в Австралии 10 дней, ездил на экскурсии и давал музыкальные концерты. Однако в конце путешествия произошла трагедия. Филипп Бедросович на прогулочном катере вместе со своими родными устроил путешествие по Индийскому океану, что и привело к печальным последствиям. В компании Филиппа Киркорова находился его отец, артист Бедрос Киркоров, родная дочь Филиппа Киркорова и две известные певицы 90-х годов, давние подруги Филиппа Киркорова Лариса Черникова и Светлана Лазарева. На второй день путешествия Филиппа Киркорова в Индийском океане начался сильный шторм, в результате чего прогулочный катер Филиппа Бедросовича потерпел крушение. Некоторых членов и пассажиров прогулочного катера удалось спасти, в том числе Филиппа Киркорова, певицу Светлану Лазареву и отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова. Однако другие пассажиры целые сутки считались пропавшими без вести. Спасательные службы Австралии работали без отдыха целые сутки и сделали все, что могли. Однако совсем недавно поступили трагические новости. Во время кораблекрушения официально погибли дочь Филиппа Киркорова и известная певица 90-х годов Лариса Черникова. Тела певицы Ларисы Черниковой и дочери Филиппа Киркорова были доставлены в Москву, и сегодня утром с ними простились на Кунцевском кладбище столицы. Не менее страшная трагедия произошла и в семье бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Сегодня на Веденеевском кладбище прощаются с его родным сыном, молодым певцом и блогером Даниилом Шойгу. К слову сказать, что сын бывшего министра обороны Российской Федерации погиб при трагических и криминальных обстоятельствах. Зять бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, известный спортсмен Алексей Столяров, и сын Сергея Шойгу, Даниил Шойгу, несколько недель находились в следственном изоляторе города Москвы по обвинению в тяжких преступлениях.
финансовое мошенничество и получение денежных взяток в особо крупном размере. Однако несколько дней назад во время следственного эксперимента и при помощи своих криминальных друзей зять Сергея Шойгу и его сын Даниил Шойгу совершили побег из следственного изолятора. Однако далеко преступникам уйти не удалось. Зять Сергея Шойгу Алексей Столяров при задержании получил тяжелые ранения и до сих пор находится в реанимации, а сын Сергея Шойгу Даниил Шойгу в результате огнестрельных ранений погиб на месте до приезда скорой помощи. Отметим, что и сам Сергей Шойгу некоторое время находился в камере временного задержания по обвинению в поставке некачественного оборудования в зону спецопераций. Однако в связи с недостатком доказательств пока на данный момент Сергей Шойгу находится на свободе. Однако, несмотря на это, руководство антикоррупционного комитета Никита Михалков и Андрей Белоусов заявили, что сделают все возможное, чтобы Сергей Шойгу сполна ответил за свои преступления и оказался в следственном изоляторе. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Большая трагедия в жизни члена антикоррупционного комитета Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте. Срочная операция для их сына Дэни Байсарова по удалению раковой опухоли внутренних органов прошла неудачно. 25-летний молодой человек Дэни Байсаров, который уже на протяжении 1,5 лет находится в критическом состоянии, то в коме, то в реанимации, находится на волоске жизни и смерти. К слову сказать, что команда Никиты Михалкова взяла шефство над Дэни Байсаровым и до сих пор не теряет надежды спасти молодого человека. Вчера вечером внука Аллы Борисовны Пугачевой Никиту Преснякова, который на данный момент проживает в Соединенных Штатах Америки, задержали в городе Майами за вождение автомобиля в нетрезвом виде. По законам Соединенных Штатов Америки Никите Преснякову грозит крупный денежный штраф, лишение свободы до 3 месяцев и отказ от вождения автотранспортом на протяжении 1,5 лет. По-прежнему в критическом состоянии здоровья находится дочь главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова Анна Михалкова. 49-летняя женщина находится в коме уже почти 2 месяца. Напомним, что на дочь Никиты Сергеевича было совершено нападение еще весной текущего года. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.